Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства для борьбы с клещами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Наступила весна. И с первыми солнечными деньками миллионы наших сограждан стремятся выехать на природу, чтобы провести время в приятной компании с шашлыками и барбекю. Вот только здесь их подстерегает опасность в виде активизировавшихся с приходом весны клещей. Жителям нашей страны нет нужды объяснять, какую опасность таит в себе укус этих кровососущих паразитов. Встреча с клещом может закончиться развитием боррелиоза, так называемой болезнью Лайма, а то и вовсе обернуться энцефалитом, который может грозить летальным исходом. Пик активности клеща приходится на май и июнь. Однако люди обращаются в медучреждения с жалобами на укус клеща с марта по октябрь. А значит, на протяжении всего теплого периода нужно быть предельно осторожным и избегать встречи с этим опасным членистоногим. Чтобы уберечь себя и своих близких от плачевных последствий встречи с клещом, каждый человек должен знать и своевременно принимать меры по недопущению контакта с ним. Медицина разработала для этих целей специальные препараты – репелленты, отпугивают клещей, а также акарицидные средства, парализуют и уничтожают попавшее на одежду или кожу паукообразное. Однако покупные средства далеко не всегда могут оказаться под руками, да и стоимость их для некоторых может показаться слишком высокой. Как поступить в этом случае? Здесь на помощь придут народные средства для борьбы с клещами, о которых я и расскажу в данной статье, но обо всем по порядку. Как избежать укуса клеща? Главным методом борьбы с этими кусючими паразитами является избегание мест потенциального обитания клещей. Самой комфортной средой обитания этих членистоногих являются лесные участки с зарослями кустов и высокой травой, особенно вблизи водоемов, ведь клещи предпочитают держаться поближе к влаге. Тем не менее, сегодня клеща можно встретить даже в городских парках и скверах. Клещи не прыгают и не падают на людей с деревьев. Как правило, они сидят на высокой траве, в 40-50 сантиметрах от земли, на обочинах дорог, а также в местах, где чаще всего проходят люди и звери. Достаточно лишь немного шевельнуть траву, как клещ тут же падает и цепляется за шерсть или одежду. Именно поэтому большинство укусов клещей приходится на нижнюю часть тела человека. В этой связи, отправляясь в лес, на берег озера, в парк, сквер или любое другое место концентрации клещей, постарайтесь принять следующие меры предосторожности. Отправляясь на природу, надевайте плотную одежду, обязательно с длинным рукавом, высокую обувь вместо кроссовок и штаны вместо шорт. Надевайте светлые вещи, на которых клещ будет хорошо заметен. Джинсы и брюки обязательно заправляйте в сапоги. Выбирайте кофту, куртку или рубашку с застегивающимися манжетами. На голову обязательно наденьте косынку или головной убор. Подбирая место для отдыха, выбирайте хорошо продуваемые ветром поляны, без высокой травы и подальше от водоемов. Будьте внимательны к себе и проверяйте открытые участки тела на наличие клещей каждые 1,5-2 часа. Кроме того, всегда держите при себе репелленты, которыми можно обработать кожу и одежду, дабы отпугнуть клеща и избежать опасного укуса. Остановимся на средствах для отпугивания клещей, которые каждый человек может с легкостью приготовить в домашних условиях. Народные средства против клещей. На самом деле, предотвратить контакт с опасными паукообразными совсем несложно. Для этого нужно лишь приготовить специальный спрей, чтобы обработать одежду перед тем, как отправиться на природу, или иметь под рукой обычный валик для чистки одежды, который понадобится для чистки прицепившихся клещей. Защита от клещей для взрослых. Основой самостоятельно приготовленных репеллентов станут эфирные масла, обладающие резким запахом, и тем самым прогоняющие клещей и отпугивающие насекомых. Наиболее эффективными в борьбе с паукообразными животными считаются эфирные масла эвкалипта и лаванды, пальморозы и мяты, розмарина и тимьяна, базилика и кедра. Они станут основными компонентами вашего средства, а в качестве дополнительных веществ могут применяться спирт, уксус, одеколон и обыкновенная вода. Рассмотрим наиболее эффективные рецепты.
Спрей на основе спирта. Ингредиенты. 2 чайные ложки масла герани, 2 чайные ложки медицинского спирта, 1 стакан воды. Для приготовления этого средства нужно лишь смешать приготовленные ингредиенты в стеклянном сосуде и закрыть крышкой. Хранить такое средство можно до 6 месяцев, если держать его в холодильнике, а распылять на одежду по мере необходимости. Спрей на основе уксуса. Ингредиенты. 10-15 капель эвкалиптового масла или масла мяты, 4 чайные ложки уксуса столового, 2 чайные ложки воды. Мята и эвкалипт обладают резким запахом, отпугивающим клещей, а потому считаются естественными репеллентами. Именно поэтому, смешав все 3 компонента в стеклянной колбе и плотно закрыв ее крышкой, вы получите средство от паукообразных, которое по своей эффективности не уступает покупным средствам. При необходимости вам нужно лишь наполнить готовой смесью распылитель и обработать ею одежду либо открытые участки кожи. Самые эффективные средства против клещей. Валерьяновый одеколон. Ингредиенты. 10-15 капель настойки валерьяны, 1 столовая ложка одеколона. Здесь также достаточно смешать компоненты и поместить их в герметичный сосуд. А решив отправиться в лес, в парк или на берег озера, смачивать в готовом средстве ватный тампон и протирать таким раствором кожу. Мыльная звездочка. Ингредиенты. 50 мл яблочного уксуса, 50 мл жидкого мыла, частичка мази звездочка на кончике ножа, 200 мл воды. Как и в предыдущих рецептах, все компоненты природного репеллента нужно смешать и хорошенько взболтать, а затем закрыть в бутылке под крышкой. Чтобы защитить себя от клеща и различных насекомых, просто смазывайте таким составом открытые участки кожи перед выходом на прогулку. Гель с эфирными маслами. Ингредиенты. 150 мл крема или геля с алоэ вера, 20 капель эфирного масла лаванды, 20 капель эфирного масла герани, 300 мл растительного масла. Для приготовления такого средства прежде всего необходимо смешать гель, крем с алоэ вера с растительным маслом, чтобы получилась однородная масса. Затем к полученной смеси нужно добавить оба эфирных масла и еще раз тщательно перемешать. Нанеся такой гель на ватный тампон, им можно обрабатывать тело, начиная с ног и рук, а заканчивая шеей и подмышками. Дегтярная вода. Ингредиенты. 700 грамм дегтя, соснового, березового или кедрового, 2 литра воды. Подогрев воду до температуры 40-50 градусов Цельсия, ею заливают деготь в эмалированной посуде и тщательно перемешивают компоненты. Однородной жидкой массе дают настояться 9-10 часов, после чего воду сливают в стеклянную емкость и плотно закупоривают. Хранят такое средство в холодильнике, а при необходимости достают, встряхивают и наносят на кожу при помощи ватного диска. Защита от клещей для детей. Средства для защиты детей от контакта с клещами несколько отличаются от средств, которые можно применять взрослым. Они должны быть более нежными, щадящими, не иметь неприятного запаха и не раздражать кожу. По этой причине в такие средства не добавляют спирт, одеколон или уксус. В то же время они должны отпугивать клеща не менее эффективно, чем средства для взрослых. По этой причине в таких рецептах используется эфирное масло чайного дерева. Спрей с маслом чайного дерева. Ингредиенты. 10-15 капель масла чайного дерева, 50 мл воды. Как и в предыдущих рецептах, достаточно соединить эфирное масло с водой в стеклянной колбе, хорошо взболтать смесь и закрыть крышкой. Такая смесь может расслаиваться, а поэтому обязательно взбалтывайте ее перед каждым применением. Чтобы использовать репеллент собственного приготовления, понадобится лишь смочить в нем ватный тампон и обработать кожу и волосы ребенка. В качестве дополнительной защиты можно сбрызнуть спреем одежду малыша. Мыло с маслом чайного дерева. Ингредиенты. 10-15 капель масла чайного дерева, 5-10 мл соевого масла, 30 мл жидкого мыла либо геля для душа. Для начала следует смешать жидкое мыло с соевым маслом, а в получившуюся однородную смесь добавить эфирное масло. Хранить его следует в холодильнике в герметичной емкости. Принимая душ с таким замечательным мылом перед каждой прогулкой, ваш ребенок будет надежно защищен от укусов клеща и надоедливых насекомых. Защита от клещей для домашних животных. Нельзя забывать и о том, что под одной крышей с нами живут кошки, собаки и другие домашние животные. Некоторых из них мы регулярно выгуливаем на улице, и в такие моменты вероятность того, что ваш четвероногий друг подцепит клеща, возрастает многократно. В итоге клещ может укусить не только животное, но и человека, который будет гладить или играть с домашним питомцем. Таким образом, чтобы защитить себя и своих домочадцев от укуса клеща,
Домашних животных также следует обрабатывать народными средствами перед каждой прогулкой. Вот несколько средств, которые помогут предотвратить укус. Миндальное масло. Ингредиенты: 2 столовые ложки масла миндаля, 15-20 капель масла герани. Смешав оба ингредиента до однородной массы, нужно поместить готовую смесь в темный сосуд с крышкой и хранить в холодном месте. При необходимости ватным тампоном с частичкой этого средства следует обработать шерсть животного. Гвоздичный отвар. Ингредиенты: 1 чайная ложка гвоздики кулинарной, 200 мл воды. Для приготовления отвара гвоздику следует залить водой в кастрюльке и довести до кипения. Сняв отвар с плиты, ему нужно дать настояться 8 часов, после чего можно использовать в качестве репеллента. Перед выходом на прогулку просто смачивайте тампон в этом отваре и обрабатывайте шерсть вашего питомца, чтобы клещи обходили его стороной. Прочие средства для защиты от клещей. Я уже перечислила наиболее эффективные комбинации эфирных масел со спиртом, уксусом и другими резко пахнущими компонентами, которые отлично отпугивают кровососущих паукообразных. Но есть и совсем простые средства, которыми можно прогнать клещей без особых приготовлений. Так, например, клещ боится муравьиного запаха, а потому, если вы, отправившись в лес, забыли приготовленный репеллент, просто снимите куртку и на 10 минут положите на муравейник. В такой верхней одежде клещи вам будут не страшны. Решив прогуляться по парку или отправиться в лес, смажьте неприкрытую одежду, кожу маслом ели. Клещи не переносят этот запах, а потому на период отдыха в лесном массиве вы будете абсолютно защищены от укусов. Паукообразные не любят запах лука и чеснока и никогда не садятся на кожу и одежду человека, недавно употреблявшего эти овощи. В этом плане можно съесть пару зубчиков лука перед выездом на природу, а можно выдавить 1 чайную ложку чесночного или лукового сока, развести его в 100 мл воды и распылить на кожу, одежду, рюкзак и прочие вещи, которые вы берете с собой. Как правильно удалить клеща? Обычно клещ прицепляется к телу или одежде, сидя на кусте, травинке или веточке недалеко от земли, поскольку на большие расстояния он самостоятельно передвигаться не способен. Этот членистоногий представитель семейства паукообразных очень мал. Его размеры составляют всего 2-4 мм. С легкостью проколов своим хоботком кожную поверхность, клещ добирается до близко расположенных капилляров и начинает сосать кровь. Одновременно с этим он может занести инфекции, вызывающие такие смертельно опасные заболевания, как энцефалит или болезнь Лайма, клещевой боррелиоз. При посещении парков, полей, лесных массивов, помимо правильно подобранной одежды, длинные рукава с манжетами, брюки, заправленные в носки, следует использовать репелленты, которые отпугивают кровососущих паразитов. После завершения прогулки на природе необходимо вытряхивать одежду и тщательно себя осматривать. Конечно, не каждый клещ в природе является носителем опаснейших болезней, но удалить кровососущего паразита с поверхности кожи требуется обязательно, причем как можно скорее. Несмотря на то, что медлить опасно, при укусе клеща важно сохранять хладнокровие. Именно паника зачастую является причиной неправильных действий. Если клещ был своевременно обнаружен, нужно постараться прихватить паразита ногтями, либо пинцетом, поближе к его присосавшимся челюстям. Сделав захват, следует очень осторожно и аккуратно сначала раскачать членистоногого, после чего медленными круговыми, вывинчивающими движениями освободить кожную поверхность от его мертвой хватки. Главное – не делать резких движений, не рвать паразита на себя, иначе его головка может остаться в кожной поверхности. Существует другой способ избавления от впившегося в тело клеща. Из нитки нужно сделать петлю и накинуть ее на паразита. Затем, взявшись за концы ниток, вращательными движениями затянуть петлю и осторожно подтянуть клеща вверх. В этом случае также все движения должны быть плавными, размеренными и медленными. Следует знать, что введенный в кожу хоботок клеща имеет маленькие шипы, колючки, которые расположены по направлению к задней части паразита. Поэтому нельзя резко тянуть клеща на себя. Шипы еще сильнее вопьются в кожу, в результате чего может оторваться тело паразита, а хоботок, головка, останется в коже. Если все-таки это случилось, необходимо прокалить на огне иголку и удалить головку клеща методом извлечения занозы. Затем пораженный участок кожи нужно продезинфицировать йодом, спиртом или в крайнем случае водкой, которую часто берут с собой любители пикников на природе. Только не следует чересчур расширять ранку. Кроме того, раненую поверхность нельзя расчесывать,
или размазывать по коже клеща, поскольку вирус энцефалита может поразить даже через микроскопические ссадинки. Что делать после извлечения клеща? После извлечения клеща его рекомендуется поместить в стеклянный флакон и сдать в лабораторию для проведения исследования на предмет обнаружения клещевых инфекций. Причем желательно доставить членистоногое именно живым, что очень важно для микроскопической диагностики. Даруя жизнь клещу, его помещают в пробирку, куда нужно положить также кусочек ваты, чуть смоченной в воде. Хранить такую пробирку необходимо в холоде. Если же клещ при извлечении погиб, наличие переносимых им заболеваний можно определить и по фрагменту его тела. Однако для этого понадобится диагностика методом ПЦР – полимеразной цепной реакции, сделать которую можно лишь в крупных медицинских центрах. Возможно, это кому-то покажется перестраховкой, но если ознакомиться с тяжелейшими последствиями клещевого энцефалита или боррелиоза, станет не до смеха. Только получив результаты анализов, в которых указано, что укушенный человек не заражен вышеописанными инфекциями, можно быть полностью спокойным. В случае же заражения предстоит серьезное лечение. Кроме того, проверить свое здоровье можно, сдав анализ крови. Однако делать это нужно не раньше, чем через 10 дней после укуса. В любом случае укушенному человеку необходима консультация врача, который даст необходимые указания в сложившейся ситуации. Врачи, отвечая на вопрос, что делать, если укусил клещ, настоятельно советуют исследовать кровь методом ПЦР. Для выявления клещевого энцефалита антител к вирусу анализы следует сдать через 10 дней после укуса паразита, а для определения боррелиоза только спустя месяц. Будьте бдительны на природе. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.